Простой и невероятно вкусный ужин всего за 30 минут. Если у вас есть один кабачок и немного фарша, обязательно приготовьте этот вкусный рецепт. Я уверена, что он понравится всей вашей семье. Итак, мне понадобится один кабачок. Кабачок нужно нарезать вот таким способом. Отрезаю немного наискосок кончик у кабачка, делаю один надрез, не дорезая до конца, не прорезая насквозь, и затем отрезаю ломтик. Получаются вот такие вот ломтики, которые держат форму и не разваливаются. Посмотрите внимательно, все делается на самом деле очень быстро и очень просто. Пока сезон кабачков, этот рецепт можно готовить постоянно, хоть каждый день. Он получается очень вкусный, кабачки сейчас дешевые. Блюдо из кабачков получается очень вкусным, сытным и не надоедает. Мы нарезали кабачок, и посмотрите, вот такие ломтики должны получиться. Теперь кабачки немного солим, и можно поперчить черным молотым перцем. Перчить не обязательно, но по вашему желанию будет неплохо. Отставим кабачки в сторону. Я беру миску и разбиваю 3 яйца. На один кабачок понадобится 2-3 яйца. Яйца солим и перчим по вкусу. Добавляю щепотку соли. Немного свежемолотого черного перца, но вы можете взять обычный черный молотый перец из пакетика. И можно добавить немного паприки для вкуса, для цвета и для красивой золотистой румяной корочки. Добавили специи и теперь все хорошо перемешиваем до однородности. Можно при помощи венчика, а можно обычной вилочкой. А я рекомендую сразу готовить двойную порцию, потому что это очень быстрый, вкусный ужин из кабачков. Вы останетесь довольны. Теперь небольшой пучок петрушки. Вместо петрушки вы можете взять укроп, мелко нарезаем. Если нет свежей петрушки, вы можете заменить ее сушеной зеленью. Вот так дополнительно еще петрушку можно порубить, измельчить помельче, чтобы она не была там такими крупными лохмотьями и не подгорала во время жарки. Измельченную рубленую петрушку добавляем к яйцам и хорошо перемешиваем. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада, что вы меня смотрите со всего мира и рада поближе познакомиться с моими любимыми зрителями. Небольшой кусочек сыра натрем на терке. Понадобится где-то 100 грамм сыра. Хорошо подойдет жирный сыр, но можно взять также полутвердый. Сыр можете брать абсолютно любой, который хорошо плавится. Я очень люблю этот маленький секретик и часто добавляю в кляр тертый сыр. Натерли сыр и отправляем его в миску с яйцами. Сыр придаст красивую золотистую аппетитную румяную корочку нашим кабачкам, и они получатся еще более вкусными. Обязательно добавляйте сыр и попробуйте, напишите в комментариях, как вам вариант добавления в кляр тертого сыра. Теперь хорошо перемешиваем яйца с сыром, смешиваем до однородности. Пока отставим кляр в сторону, вернемся к нашим кабачкам. Разложите кабачки на разделочной доске или на тарелке в один слой, чтобы вам удобно было готовить их дальше. Теперь мне понадобится 250 грамм фарша. Отправляю фарш в миску и приправляю по вкусу солью, черным молотым перцем, и также можете добавить в фарш немного паприки по вашему желанию и какие-то еще сушеные травы или специи для фарша, которые продаются уже в готовом виде в магазине. Приправляем фарш по вкусу. Для этого блюда подойдет любой фарш. Вы можете взять свинину, говядину, но я предпочитаю куриный фарш, потому что он очень быстро готовится.
Приправили фарш по вкусу и теперь натираю сюда зубчик чеснока. Вместо свежего чеснока вы можете добавить сушеный чеснок. Главное, чтобы фарш получился с ярким, с ярко выраженным вкусом, и за счет этого блюдо получится очень вкусным. Поэтому специй не жалейте. И осталось только хорошенько перемешать фарш со специями. Друзья, не забудьте, пожалуйста, поделиться этим видео с вашими друзьями. Если вам понравится рецепт, я буду очень рада вашим лайкам и комментариям. Благодарю вас за внимание и за вашу поддержку. Теперь набираю немного фарша и кладу фарш между двумя половинками, двумя ломтиками кабачков. Накрываю вторым ломтиком и слегка прижимаю. Все делается очень быстро и просто. Посмотрите, как легко. На вилочке немного фарша и распределяем его равномерно на ломтики кабачка. Накрываем сверху вторым ломтиком и все готово. Таким образом подготавливаем все кабачки. Я так рада, что открыла для себя этот рецепт. Не знаю, почему я не встречала его раньше, но он действительно достоин того, чтобы записать его в свою кулинарную тетрадку и готовить каждый сезон, потому что очень быстро, просто, экономно, сытно и очень вкусно. Все уже готово, друзья. Можно ставить разогреваться сковородку. Но так как котлетки из кабачков жарятся очень быстро, я сразу предлагаю приготовить соус, чтобы потом на него не отвлекаться и наши котлетки из кабачков не сгорели. Я беру миску и натираю один маленький огурчик прямо в миску. Если хотите, вы можете срезать с огурца кожицу, тогда получится еще более нежно. Сюда же отправляю 4 или 6 столовых ложек йогурта или сметаны. Любой жирности я использую 26% сметану 26% жирности. И добавляю к сметане 2 столовых ложки майонеза. И по вкусу приправляю, добавляю немного хлопьев сладкой паприки. Вы можете просто добавить красный перец или обычную паприку. Немного черного молотого перца, можно уже молотый из пакетика. Конечно, приправляем солью по вкусу. И я очень люблю в этом соусе нотку чеснока, поэтому натираю 1 или 2 зубчика чеснока на мелкой терке. Вы можете измельчить чеснок при помощи чесноковыжималки. Чеснок добавляйте по вашему желанию, если любите побольше чеснока, добавляйте 2 зубчика. Так, все уже готово, осталось только все перемешать. Это самый вкусный и самый простой соус, который я часто готовлю к любым блюдам. Он всегда стоит у меня в холодильнике и съедается очень-очень быстро. С кабачками этот соус сочетается просто идеально. И я уже ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом. Беру ломтик кабачка, и теперь нам нужно хорошенько обвалять его в муке. Хорошо обваливаю кабачок с 2 сторон, прижимаю муку. Лишнюю муку можно немного стряхнуть. Окунаю кабачок в кляр и хорошенько при помощи вилочки распределяю сырный кляр по всей поверхности кабачка. Выкладываю на горячую сковородку. Беру следующий ломтик и также сначала обваливаю хорошо в муке, затем окунаю в кляр и отправляем на сковородку.
Так что, друзья, если у вас есть один кабачок и немного фарша, обязательно приготовьте эти вкусные котлетки из кабачков. Мне этот рецепт действительно очень нравится, очень вкусный, быстрый и простой. Хорошенько распределяем кляр по кабачку, посмотрите, сколько сыра, это очень-очень вкусно. Получится хрустящая и аппетитная золотистая корочка. И выкладываем на сковородку. Сделайте, пожалуйста, огонь средний, умеренный, чтобы кабачки не горели и успели хорошо зарумяниться, зажариться и пропечься внутри. Мясо должно, естественно, хорошенько дойти до готовности, а сами по себе кабачки готовятся довольно быстро. Поэтому здесь просто отрегулируйте огонь. Когда кабачки зарумянятся с одной стороны, аккуратненько переворачиваем и обжариваем ломтики с другой стороны. Жарим примерно по 5 минут с каждой стороны. И, конечно, можете накрыть кабачки крышкой, довести их до готовности под крышкой. А также предлагаю еще один вариант. Вы можете обжарить кабачки с двух сторон, буквально по 2-3 минутки, а затем довести их минут 7-10 в духовке до полной готовности. Здесь кто как больше любит, можно приготовить кабачки только на сковороде, а можно дополнительно подключить духовку, если кто-то считает, что таким образом мясо быстрее и лучше дойдет до готовности. Посмотрите, вот такие красивые, румяные, золотистые, аппетитные кабачки у нас получились. Выкладываем на тарелочку и зовем всю семью на ужин. Я уверена, что все попросят добавки, потому что это так быстро, просто и так вкусно. Этот шедевр из кабачков уже покорил весь мир. Уверена, что он покорит и вашу семью. Обязательно приготовьте, друзья. И напишите ваши впечатления в комментариях. Подаем кабачки со сметанно-майонезным соусом. Выкладываем кабачок, сверху на ломтик кабачка распределяем соус, ложечку соуса. И также можно положить сюда ломтик помидора. Такой вариант получается еще более сочным и вкусным. А сверху посыпаем зеленью. Давайте посмотрим, какой он внутри. Разрежем один ломтик кабачка. Вот такая вкуснятина. Все отлично прожарилось. Фарш полностью готов. И получается очень сочно, очень вкусно. Аппетитная, красивая золотистая корочка, а внутри сочная мясная начинка. Не забудьте поделиться рецептом с друзьями. Я желаю вам приятного аппетита! Такой вкуснятины из кабачков вы еще не пробовали. Просто натрите 2 кабачка. Это лучше, чем пицца. Друзья, обязательно сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. Это быстро, просто и очень вкусно. И напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с моими любимыми зрителями и подписчиками моего канала. Для рецепта мне понадобится 2 кабачка. Кабачки натираем на крупной терке. Молодые кабачки натираем прямо с кожицей. Кожуру не срезаем. Но если кожица грубовата или в кабачке есть крупные семена, тогда обязательно срезаем кожуру и удаляем семена. После этого натираем кабачковую мякоть. Вот такая внушительная горка из 2 кабачков у меня получилась. Отправляю натертые кабачки в миску. Этот простой рецепт из кабачков готовится очень быстро. Вы легко его приготовите на завтрак, на обед, на ужин или на перекус. Добавляем к кабачкам чайную ложку соли, может быть чуть-чуть меньше, и хорошо перемешиваем. Перемешали кабачки и оставляем на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок. Я всегда пользуюсь этим маленьким секретиком и смешиваю натертые кабачки с солью. А затем хорошенько отжимаю весь сок из кабачков. Благодаря этому маленькому секретику, любое блюдо, какое бы вы ни готовили из кабачков, вам придется добавлять в него гораздо меньше муки. Тем временем натрем на крупной терке кусочек сыра. Грамм 100-150 будет достаточно. Сыр можете брать любой, который хорошо плавится.
вернемся к нашим кабачкам. Обязательно помоем руки, прежде чем отжимать сок из кабачков. Зачерпываю горсть кабачков и хорошенько вот так вот двумя руками отжимаю из них сок. Отжатые кабачки перекладываю в чистую миску. Я очень люблю такие простые, быстрые и вкусные домашние рецепты. Из кабачков, из картошки, из других овощей можно приготовить столько быстрых, вкусных, интересных блюд, и кабачки получаются вкуснее мяса. А главное, что все эти блюда вкусные, дешевые, сытные, и вы легко накормите ими всю вашу семью. Добавляем тертый сыр к нашим кабачкам. Чем больше сыра, тем вкуснее получаются оладьи из кабачков. Нарезаем небольшой пучок свежего зеленого лука. Этот рецепт просто чудо. Здесь сплошные витамины, столько зелени, он очень полезный и к тому же очень вкусный и просто готовится. Вместо зеленого лука вы можете взять любую другую зелень. Это может быть пучок петрушки, пучок укропа, то, что найдется у вас в холодильнике и под рукой. Отправляю лук в миску к кабачкам. И сюда же разбиваю 2 яйца. Приправляю овощи черным перцем и добавляю немного соли. С солью будьте осторожны, не забываем, что мы с вами уже солили кабачки. Теперь нужно все хорошо перемешать. Перемешиваем кабачки с сыром и зеленью до однородности. С этим рецептом из кабачков вы вполне можете экспериментировать и использовать вашу фантазию. Можно добавлять сюда разные ингредиенты или заменять. Вы можете добавить сюда нарезанные грибы, болгарский перец, также сосиски или тонко нарезанную ветчину. А я хочу еще добавить немного укропа вместе с зеленым луком. Укроп придаст нежность, зеленый лук придает пикантность, а укропчик всегда для нежности. Можно нарезать укроп при помощи ножа, а мне удобно использовать для этого ножницы. Можно вот так вот мелко измельчить укроп прямо в миску. И не придется мыть лишнюю посуду. Еще раз все хорошо перемешиваем. И в самую последнюю очередь добавляем в тесто немного муки. Я добавляю сразу же 3 столовых ложки, а потом будем смотреть по консистенции. Количество муки может немного отличаться и будет зависеть от сочности кабачков и от того, насколько хорошо мы отжали сок из кабачков. К муке я добавляю чайную ложку разрыхлителя, перемешиваю тесто до однородности и сразу ставлю разогреваться духовку. Температура духовки 180 градусов. Буду выпекать на режиме вверх-вниз на среднем уровне без конвекции. Вот такое вот тесто у нас получилось. Обратите внимание на его густоту. Тесто уже полностью готово, и я застилаю противень пергаментом. Противень я переворачиваю. Так, тоже маленький секретик, так гораздо удобнее выпекать оладушки. Смазываю противень растительным маслом, обязательно, чтобы оладьи не прилипли. И вы уже обратили внимание, что мы не жарим оладушки, а будем печь их, готовить оладьи в духовке. Набираю небольшую порцию теста и выкладываю на небольшом расстоянии друг от друга. И теперь при помощи силиконовой лопатки или столовой ложки равномерно распределяем тесто и формируем вот такие вот оладьи.
Как видите, оладьи получаются тоненькие и хорошо пропекаются. Всего из этого количества теста, из 2 кабачков, у меня получилось 2 таких противня, всего 8 штук кабачковых оладий. Духовка как раз разогрелась, отправляю кабачковые оладьи в духовку. Они готовятся очень быстро, буквально 15-20 минут при температуре 180 градусов. А пока оладьи находятся в духовке, предлагаю приготовить вкусный, простой и быстрый соус. Смешиваю в миске 3-4 столовых ложки сметаны или натурального греческого йогурта. Сюда же в сметану натираю 1 зубчик чеснока. Чеснок можете добавлять по вкусу. Если любите больше чеснока, добавьте побольше, получится еще пикантнее. И небольшой пучок любой зелени мелко нарезаем. Укроп, кинза, петрушка, базилик, любая зелень на ваш вкус и по вашему желанию. Все хорошо перемешиваю. Соус уже практически готов. На самом деле пропорции здесь могут быть абсолютно любые, все можете смешивать просто по вкусу. Приправляю соус черным молотым перцем и щепоткой соли. 1 небольшой огурчик очищаю от кожицы. Огурец добавлять не обязательно, но с ним соус получается очень свежим, нежным, такой действительно освежающий вкус. Натираю огурец на мелкой терке. И теперь смешиваю натертый свежий огурец с нашим подготовленным соусом. Еще раз все хорошо перемешиваю. И соус к кабачкам уже полностью готов. Можем отставить его в сторону, чтобы подать вместе с ним наше вкусное блюдо из кабачков. Посмотрите, друзья, вот такая вкуснятина из кабачков получилась. Посмотрите, какие вкусные, румяные, аппетитные оладушки с золотистой корочкой. Горяченькие, вкусные, с сыром внутри. Это такая вкуснятина, друзья, словами не передать. Обязательно рекомендую вам приготовить этот простой и вкусный рецепт. Такие кабачковые оладьи готовятся очень просто, без жарки. Готовим оладьи в духовке, но если вы больше любите жареные оладьи, вы можете пожарить эти оладьи на сковороде в небольшом количестве масла. Такой вариант я тоже пробовала, и жареные оладьи по этому рецепту тоже получаются очень вкусные. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Посмотрите, вот такие вот они получаются вкусные, аппетитные. И такие оладьи вы легко можете приготовить на завтрак, на обед, на ужин или на перекус. Смазываю оладьи соусом, и сверху можно выложить любую начинку. Можно положить сюда ломтики ветчины, отварной курочки, немного свежей зелени, свежего салата. А я сегодня приготовлю вот такой простой вариант с ломтиками помидоров. Немного зелени. Посмотрите, вкусно, красиво, аппетитно, быстро. Готовьте на здоровье, друзья. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Я буду ждать вас в моем новом вкусном видео. Желаю вам приятного аппетита! Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь рецептом с друзьями.